Всем здорово! Я решил немного разбавить обстановку на канале и сделать обзор на мод по Angry Birds Project Air. С моим модом я познакомился на Angry Birds Modding Wiki. Там в разделе модов конец популярным был как раз этот мод. Я его скачал, даже почти полностью прошел и готов поделиться впечатлениями с вами. Если вы не хотите портить себе впечатление о моде, то я рекомендую вам выключить это видео, потому что будет очень много спойлеров. Погнали! Давайте сначала ознакомимся с тем, что добавляет этот мод, а изменено в нем почти все. Во-первых, все эпизоды игры заменены 6 новыми. Во-вторых, текстуры интерфейса заменены на текстуры из мобильной версии. В-третьих, в игре заменены все саундтреки и некоторые звуки. В-четвертых, изменены все золотые яйца. Остальные нововведения мы рассмотрим по ходу дела. А пока узнаем, кто же главный создатель мода. К вашему вниманию представляется Jeremiah Plays Again, он же GPA. Он является главным создателем этого мода. Также у него есть свой YouTube канал, на котором он довольно часто, или не очень, выкладывает видео по Angry Birds, Pizza Tower и Сонику, музыку из своих модов и иногда летсплеи. Вообще, GPA сделал этот мод походу не в одиночку. Ладно, что-то я все про автора да про автора. Давайте уже смотреть на эпизоды. Эпизоды в этом моде разделены на две группы – сюжетные и дополнительные. Сначала рассмотрим сюжетные. Сам первый эпизод мода является этаким прологом. Его называется Meet the Flock, что можно перевести как «Знакомьтесь, стая». В этом эпизоде всего 15 уровней, а сюжет эпизода строится на типичной краже яиц свиньями и спасении их птицами. Кстати, многие катсцены в игре, если конечно не все, анимированные. И начиная с этого эпизода ты уже начинаешь понимать, насколько этот мод проработан. В этом моде вся проработанность показывается в мелочах. К примеру, на уровне помимо красивого фона можно заметить вот такие таблички, которые как бы учат игрока механикам птиц. Или когда ты натягиваешь рогатку, то видно, как птица поворачивается. Или, к примеру, наличие специального саундтрека для последнего уровня каждого эпизода. Это все вроде бы мелочи, но достаточно приятно. Так вот, в новых эпизодах нас знакомят с механиками всех птиц. На финальном уровне мы сражаемся с капралом. После победы нас встречает катсцена, в которой король свиней, видимо, придумывает план кражи яиц. Теперь уже точно первый по хронологии эпизод называется Breakfast Brawl, что можно перевести как битва за завтрак. Этот эпизод состоит уже из 2 страниц по 12 уровней. По сюжету свиньи крадут у птицы их завтрак, тарелку с хлопьями. Птицы, конечно же, бегут за ними. Действие первых 12 уровней происходит на ферме, а из декораций больше всего выделяются коробки из-под хлопьев. На 12 уровне эпизода птица начинает сражение с принцем Сала и побеждает его, но усатый барон с другими свиньями успевает убежать. Теперь действие происходит в горах. И ладно, это были бы просто горы на фоне, но нет. С каждым уровнем мы залетаем на горы все дальше и дальше, встречая по пути свиней шахтеров. В итоге на последнем уровне эпизода птица начинает сражение с усатым бароном, побеждает его и возвращает себе завтрак. Сам эпизод немного похож уже на существующую игру Rovio, Angry Birds Breakfast, но это никак не мешает эпизоду быть самостоятельным. Второй эпизод называется Moral Mix-Up, он включает в себя 2 страницы по 15 уровней. Сюжет здесь немного запутаннее, чем до этого. Иногда ты попросту не успеваешь понять смысл катсцены. Если кратко, то птицы вновь замечают, что их яйца пропали. Затем они замечают 2 свиней, которые начинают им объяснять, что у короля свиней была идея, как запутать птиц. Король свиней хотел, чтобы в их сооружениях были муляжи яиц, но некоторые свиньи не поддержали эту идею, поэтому король разозлился и выгнал их. Таким образом, свиньи решили объединиться с птицами, чтобы отомстить королю свиней. На уровнях эпизода можно поиграть за свиней, механика которых взята из секретного уровня оригинальной игры «Золотая королевская свинья». Некоторые спрайты свиней заменены на спрайты свиней из Angry Birds Epic. Так, свинья, которая заменяет Терренса, теперь имеет текстуру Борова, а свинья, которая заменяет синих, текстуру пигмеев. Сражаться теперь придется не только со свиньями, но и с муляжами яиц. Добавлены новые виды яиц, а именно яйцо Капрал, яйцо Барон и яйцо Король, против которого мы должны сразиться на 15 уровне эпизода. Затем наступает ночь, но битва продолжается. На последнем уровне мы сражаемся уже с самим королем свиней и одерживаем победу. Третий эпизод Sweet Swines можно перевести как «Сладкие свиньи». Он включает в себя 2 страницы по 15 уровней. По сюжету птица отдыхает на море, но вдруг свиньи при помощи крюка снова воруют яйца. Птица находит еще одну свинью на лодке. Ред дает ей деньги, и она уже с птицами плывет до острова, полного сладостей. На уровнях есть куча сладостей и отсылок к разным брендам еды. На 15 уровне птица встречает бункер, который похож на торт, и уничтожает его. Затем наступает ночь, и птица вновь продолжает битву. Теперь на уровнях можно встретить Балбуза и Стеллу. На 30 уровне мы сражаемся с самым толстым свином, одерживаем победу и забираем себе яйца. После этого оказывается, что все, что мы делали, видел король свиней. Он показывает запись нашей победы свинье шляпе и заставляет ее переместиться в прошлое на машине времени, чтобы остановить птиц. Четвертый эпизод называется Time Tassum, что можно перевести как время Тассум. Я не знаю, кто такой Тассум, так что упустим это. В эпизоде находится аж 3 страницы уровней, по 15 уровней в каждой. Каждая страница этого эпизода является продолжением сюжета, так что по сюжету первой части эпизода свинья шляпа крадет яйца у птиц и перемещается вместе с ними в прошлое, а именно во времена юрского периода. На 15 уровне птица побеждает древнего короля свиней, но свинья шляпе удается сбежать в машину времени, и они попадают в средневековье. Там птица обнаруживает, что принц Сала тоже сбежал и побеждает его. Свинья шляпа снова убегает в машину времени, только они отправляются уже в будущее. Там птица побеждает свинью шляпу и забирает свои яйца обратно. Геймплейно для каждой части эпизода есть своя фишка.
В первой части это новые объекты. Яйца, яблоки, ананасы и другие фрукты. Во второй части есть новый объект – фейерверк и измененная текстура TNT. Когда птица касается фейерверка, он запускается и отталкивает ближние блоки. А для третьей части эпизода – вентиляторы. Они могут подбрасывать объекты и менять траекторию движения птиц. Помимо сюжетных эпизодов, в моде есть еще два бонусных. Один из них – Hello Haste, что можно перевести как «Святое ограбление». Эпизод состоит всего из 15 уровней. По их сюжету Баузу поручили следить за яйцами, но он решает не следить за ними и отправиться за конфетами. На последнем уровне Баблс побеждает толстого свина и получает конфеты свиней. Второй бонусный эпизод является прям совсем новым. И называется он Jungle Junkies, что можно перевести как «наркоманы из джунглей». Осуждаю. В этом эпизоде уровни распределены довольно странно. Первая страница уровней состоит из 15 уровней, а вторая уже из 16. По сюжету первой страницы уровней Хейл и Чак нашли карту сокровищей, но ее отбирают свиньи, и птицы бегут за ними. По итогу они побеждают свиней и добегают по ходу до замка короля. Там они находят странный портал, и на них нападают свиньи с ложками. Например, в последнем уровне можно увидеть тот самый портал, а уже на последнем уровне происходит сражение с самим королем свиней. Также особое внимание стоит уделить золотым яйцам. В этом моде они полностью изменены. Одни также можно получить на уровнях, другие за сбор всех звезд в эпизоде. Еще можно получить одно яйцо за просмотр титров до конца. Если золотые яйца, которые можно собрать на уровнях, особо ничем не удивляют, то уже те, которые даются за сбор всех звезд, могут это сделать. На этих уровнях становятся доступны новые птицы, за которых можно поиграть только на этих самых уровнях. Самое первое яйцо дает нам поиграть за фиолетовую птицу. Оно дается за сбор всех звезд в эпизоде «Знакомьтесь, стая». У птицы нет способностей, но она очень хорошо отпрыгивает от объектов. И мне кажется, или я ее где-то уже видел? Стоп, нет. Нет, только не нет, боже мой. Я еле как вспомнил эту ультра старую анимацию. Второе яйцо дает нам поиграть за аналог синей птицы. Я хз, как ее зовут, но походу это какой-то персонаж автора мода, а в угадывании имен я не силен. Она ничем не отличается от обычных синих, только она походу разрушает блоки чуть получше. Яйцо за этой птицы дается за прохождение на 3 звезды эпизода «Битва за завтрак». Третье яйцо дается за прохождение на 3 звезды эпизода «Моральная путаница». И в этом уровне нас ждет полноценный босс-файт. Ведь нам придется сразиться с свиномагом из Angry Birds Epic. После прохождения уровня появляется кнопка, которая так и манит к себе. При нажатии на нее нас перекидывает на GameJolt страницу еще одного мода – Angry Birds Power Travel. Интересно то, что автор этого мода Ник Достав, который помогал GPA в создании Project R. Четвертое яйцо дается за прохождение эпизода «Сладкие свиньи» на все 3 звезды. На уровне можно поиграть за новую свинью телепорт. Если нажать на любую точку в уровне, пока эта свинья летит, то она телепортируется в эту точку и ускорится. И последнее, пятое яйцо дается за прохождение эпизода «Время Тассум» на все 3 звезды. И он открывает нам уровень, в котором можно поиграть за Пипину из Pizza Tower. Пипину сам по себе является смесью бомба и чака. То есть при нажатии он ускоряется и хорошо разрушает каменные блоки. Остальные золотые яйца рассматривать не стану. Лучше попрошу вас самим поиграть в этот мод и поизучать все самостоятельно. А пока к плюсам. Из плюсов мода хочу отметить заметно улучшенную графику, хороший левел дизайн, прикольные, но иногда довольно громкие саундтреки и интересные новые механики. Если вам самим захотелось поиграть в этот мод, то ссылку на его скачивание я оставлю в описании. Но не буду же только нахваливать этот мод. Теперь перейдем к минусам. Лично я за все прохождение нашел только 2 сильных минуса. Первый это левел дизайн. Что? Ну я же хвалил его. Чего он мне не угодил? На самом деле уровни фановые. Сделано они прикольно, но только вот это самое прикольно мешает проходить их на 3 звезды. Для того, чтобы это сделать в оригинальной игре, нужно было найти хорошую тактику. И только на некоторых уровнях надеяться на удачу. Здесь же многие уровни вам придется перепроходить довольно много раз, чтобы получить заветные 3 звезды. И когда я говорю довольно много, я имею в виду попыток 15 точно. И второе это непопулярность мода. Вот бывает такое, когда в оригинальной игре не можешь пройти уровень. Даже усиления не помогают. Заходишь на условный Angry Birds Nest и смотришь прохождение любого уровня. Здесь же таких прохождений нету. Мод попросту не популярен. Единственное, что я нашел, это один летсплей от русскоговорящего чела. И то он проходит игру не на 3 звезды, а просто ради фана. Для чего, кстати, походу и создан этот мод. Если говорить про англоязычное прохождение, то тут почти все так же. Только самих прохождений чуть больше. Но такое происходит не только с Angry Birds Project R, но и с огромным количеством модов по Angry Birds. Я начинаю делать обзоры модов на этом канале, чтобы именно популяризировать работу мододелов хотя бы в русском комьюнити. А на этом все. Следующее видео по 2014 году не заставит вас долго ждать, но оно будет достаточно длинным из-за Angry Birds Epic. Но это я уже спойлерил. А пока подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск этой рубрики. Ну а пока, всем пока.